друзья, хочу несколько слов сказать о съемке, о процессе съемки. Я бы хотел сравнить эту съемку, вообще процесс съемки, с процессом, когда Пигмалион ваял Галатею. Это было очень трудно, очень было тяжелый процесс, физический и нравственный, но потом... Особенно нравственно. Особенно нравственно. Да. А потом, когда люди увидели, что он своял, это было прекрасно. Это было чудо, которое сотворил Пигмалион. Так и здесь. Мне интересно, почему нравственно, потому что... Сценический труд – это очень большой труд. Напряжение такое, что иногда нравственности просто уже не хватает, чтобы себя сдержать. Не Наверное, только поэтому. Нравственности сдержать. Что ты меня прерываешь? Мы снимали это все добро, наверное, раз 5. Ну, сам процесс съемки вот этого проекта «Жил-был Глюк», он приблизительно где-то делился на 5 этапов. Сначала у нас вообще было все ужасно. Потому что у нас была ужасная камера, мы снимали на ужасном хромакее, где-то буквально чуть ли не дома и чуть ли там не без света, все было совсем ужасно. Потом мы нашли камеру чуть лучше, тоже взяли хромакей, чуть лучше стали это снимать. Я где-то в каком-то помещении там у кого-то попросил, но это все равно было достаточно ужасно. Потом мы сделали еще лучше хромакей, достали еще лучше камеру. И это вот такое было здоровое, вот такая вот площадь, там, по-моему, 20 квадратов, там можно было бегать, прыгать, кричать, там, уху, прямо вот этого, там, сразу так, развернулись, все сразу, такая свобода, ну и потом уже концовку самих вот этих там видеоролики, как игре и так далее, мы уже досняли на зеленке чуть поменьше, она там маленькая, но все равно как такое, как относительно было ничего. Но самое интересное, это даже не съемка, это началось потом при обработке. Потому что оказалось вот этот вот, когда все этот дрянной хромакей, самое смешное начинается, когда его надо обрабатывать. И тут как раз проявляется очень интересная черта людей. Очень, так сказать, это помогает отделить качественного специалиста от некачественного. Почему? Вот странная, казалось бы, ситуация. Сидит человек, он там работает, не знаю, рассказывает. Я работал там на высококачественном, дорогом оборудовании за 10 тысяч долларов. Он почти американский акцент уже у него в речи, он уже крутой специалист. А когда ты его сажаешь и заставляешь равнять вот этот хромакей, снятый на коленке с кривым светом, ты понимаешь, что, в общем-то, все эти 10 тысяч долларов были вложены уже не в него, а в машину. И что сам как специалист, он, извините, ничего уже из себя не представляет. А вот самый, так сказать, страшный специалист, которому лучше не подходить, когда он работает, это тот, который из вот этой дрянной зеленки, из вот этого отвратительного материала может взять и собрать такое, что, извините, все просто попадают. Вот как он это сделает, как он из этой дрянной съемки может собрать там, не знаю, что-то вот хорошего уровня. Поэтому я все больше убеждаюсь с опытом, что профессионал это не тот, кому сунули дорогую аппаратуру и сказали: гуляй, Вася, работай. А тот, кто может на дрянной, на плохой аппаратуре с ужасной съемкой и может сделать такое, что все выпадут. Вот это настоящий профессионал. Остальное это, не знаю, профработник, видимо, какой-то. Я понимаю, что сейчас на меня обидится 90% людей, работающих в этой индустрии. Я нет. Ребят, ну извините. Я нет, не обижусь. Ну, и то уже хорошо, одним обиженным меньше. Ну, потому что опыт просто пройденный, и все вот это, оно показывает, что именно так. Что люди чаще всего сидят за крутой аппаратурой и делают абсолютно какие-то средние, приземленные, неинтересные вещи. Я не знаю, почему так происходит, но человека почему-то показывают именно зажатые сложные условия, как он может раскрыться. Если он в плохих условиях может раскрыться, то он уже будет в хороших творить замечательно. А если он только раскрывается, когда ему хорошо, комфортно, там, тут ему массаж головы, там слева, справа ему там клавиатура с турбоприводом, а он тут, ну... Но вместе с тем нельзя отрицать,
роль режиссера. Нельзя, поскольку он это дирижер этого оркестра артистического, который чувствует и знает, кто на что способен. Я бы даже сказал, турбина на электростанции, которая Пусть даже турбина сутки на износ электростанции. работает. И если он помогает, если он раскрывает в артистах ту потенциальную энергию, К сожалению, одними артистами возможность. тут оно не ограничивается, Ну, потом еще за кадром целая армия народу. Конечно, Саш, вместе с тем, режиссер это дирижер. Он должен быть не нервным, не крикливым, он должен понимающим быть, он должен понимать этих артистов. Тогда артист выкладывается по полной. Ну, как бы еще режиссера понимал бы. Мы все сказали или как? Конечно, я все сказал. Я все сказал. Я все сказала.